Всем привет! Меня зовут Ольга, и я не люблю мыть полы. И поэтому сегодня на обзоре чудо-швабра или моющий пылесос от фирмы Dream H12 Pro. А вы на канале Мама Флория, у меня о жизни, еде и свечах, и сегодня о жизни. Итак, дальше я буду ее называть швабра, так мне привычнее, так мы ее называем дома. Его. Так вот, в комплектации идет сама швабра, станция, которая очень удобна, на ней очень удобно хранить сменный валик, щеточку и сменный фильтр. В этой швабре имеется два отсека. Один отсек для сбора грязной воды, вот так разбирается, идет фильтр, потом съемная верхушка и сам бачок, в который собирается грязная вода. Фильтр, кстати, когда моете, очень удобно еще вот открывать крышечку. И с обратной стороны бачок для чистой воды, куда заливается чистая вода и моется пол, соответственно. Еще с обратной стороны есть кнопочка, которой можно ставить настройки, и в том числе язык. Тут есть даже русский. Прибор на базу для зарядки, чтобы выполнить самоочистку. Либо можно вообще отключить, потому что первое время удобно, в принципе, когда идут голосовые подсказки, а потом оно, в принципе, уже не нужно, его можно просто отключить. Сам валик также меняется достаточно просто. Открывается крышечка, потом нажимается кнопочка и снимается сам валик. Если кому-то не очевидно, подскажу один лайфхак. Так как есть два сменных ролика, то когда одним мы убрались и он влажный, то можно не сушить, дабы сэкономить электроэнергию, можно не сушить на базе. Можно просто поменять два ролика местами. Влажный ролик поставить сушиться на базу, а сухой ролик, соответственно, поставить в швабру, и она опять готова к работе. С фильтрами можно делать то же самое. Когда использованный фильтр мокрый, чтобы не ждать, пока он высохнет, то можно заменить на уже сухой, который лежит в базе. И, соответственно, таким образом тоже чередовать их. Это что касается комплектации. Уборка. Убираться с этой шваброй одно удовольствие. И особенно она выручает, когда на пороге гости. Когда вдруг кто-то позвонил, что вот-вот придет, то ею, конечно, очень быстро пропылесосить и помыть полы. Это два в одном. Это преимущество именно этой швабры, то, что она как бы делает сразу два дела. И пылесосит, и моет. Я, конечно, вам не буду сейчас показывать эксперименты, как она классно убирает скорлупу от разбитых яиц или там разлитый кетчуп с майонезом. Таких видео полно на YouTube. Мы все-таки покупали ее за свои деньги, поэтому такие эксперименты я проводить не собираюсь. Я все люблю ее и хочу, чтобы она подольше нам прослужила. А вы, если хотите, конечно, можете в YouTube задать эту модель, и там полно таких тестов, где вы можете посмотреть, как это классно. Но что я, например, сама делаю, это у нас младшая дочка, сейчас у нее период, она очень любит рвать салфетки на мелкие кусочки, то если, конечно, они просто валяются где-нибудь на полу, то я их не собираю, я просто засасываю их этой шваброй и спокойненько, и то есть классно все убираю. Облегчает, опять же, облегчает для мамы работу. А что касается ковров, кроме мойки, здесь есть функция всасывания. Но, например, для более пушистых ковров я бы не советовала, всасывает, все-таки обычный пылесос всасывает лучше. А для мелковорсовых, вот, например, у нас здесь в зале не сильно пушистый ковер, то этой шваброй я вполне прохожусь по нем, этой функции всасывания, и достаточно удобно и хорошо. И, конечно, еще одна самая замечательная функция у этой швабры, то, что она самоочищается. Убрался, поставил швабру на базу,
Нажал на ручки на кнопочку, и она сама чистится. То есть ручки у нас прям практически всегда остаются чистенькими. Единственное, потом надо не забыть убрать грязную воду из бачка и, конечно же, почистить валик. Также в этой швабре еще удобно то, что валик сам сушится в этой базе. Но сушка происходит где-то около часа. И поэтому, когда на улице плюс 32, то вроде бы нелогично включать швабру на целый час, чтобы она сушилась. Да и не всегда есть время, надо быстренько убрался и, например, куда-то уйти. То тогда, конечно, вот лайфхак, который я сказала в начале, просто выключается режим сушки, меняется валик. Таким образом происходит экономия электроэнергии, ну и времени, можно сказать, то есть не надо ждать, пока швабра там посушится, чтобы, например, отключить базу. Минусы. Один большой минус, она очень, конечно, дорогая. Возможно, не каждый может позволить себе ее купить. Мы сами купили ее тоже в рассрочку, но на самом деле я ни дня не пожалела, что она у меня есть. Второй минус, который я вычитала в интернете, это то, что у некоторых через полгода отваливается вот эта ручка, выпадает из корпуса. Ну, мы купили в апреле, сейчас уже на носу август. Ну, слава богу, пока все хорошо. И надеюсь, так и будет. Обращайте внимание, что ее нельзя полностью прям класть на пол, потому что вода из бачка может перелиться в двигатель и, соответственно, она сломается. Еще один минус, конечно, всех таких швабр – это то, что она не залазит под диван, например, да, или под какую-то полку. Еще один минус – это то, что валик не достает до бордюра, по-моему, 0,8 сантиметра, то есть, короче, до сантиметра. Ну, я, если честно, не совсем считаю, что это минус. Вернее, как, он минус, но, допустим, в уборке своей квартиры я этого не заметила. Вот такой вот кратенький обзор получился на этот моющий пылесос. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу все, что буду знать. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мама Флория, чтобы не пропустить другие обзоры на мамские приблуды, как называет их мой муж. Всем хорошего дня и легкой уборки!